Знаменитый бразильский архитектор Оскар Немейер говорил, что у него прямая связь с Богом, с Творцом. Ну, действительно, настоящий архитектор прежде всего творец. Архитектура имеет очень четкое образное выражение. Когда архитектор смотрит на город, ожидающий преобразования, ему сразу хочется изобразить свое впечатление об этом. Меня зовут Сергей Борисович Ткаченко, я архитектор. Я много работал в Москве, больше всего объектов у меня построено в Москве, это больше 100 объектов, от отдельных зданий до генерального плана города до 2025 года. Корни дома яйца растут из бумажной архитектуры. Бумажные архитекторы своими проектами как бы создавали фантастические города будущего. Никто не надеялся на то, что это когда-то будет построено, и это как раз не ограничивало творческие фантазии архитекторов. Ну и точно так же одним из последних объектов этого течения бумажной архитектуры стал дом Яйцо, единственный реализованный объект. И дом Яйцо, для него был выбран такой виртуальный, фантастический город, правда, реально существующий Вифлеем. И вот там нужно было поставить, с нашей точки зрения, такой объект, который превратился бы в родильный дом, в котором через 2000 лет после Христа родился бы новый Мессия, Спаситель мира. И яйцо – это та форма, с которой начинается жизнь. Все начинается с яйца, об О. Конечно, это амбиции планетарного масштаба, но архитектуры без амбиций не бывает. Для Вифлеема, к сожалению, этот объект для строительства не был принят. Это было слишком дорого, и участок, который принадлежал патриархии, патриархия собиралась совершенно другой объект на нем проектировать, и объект остался как архитектурный образ. То, что идея дома Яйца сформировалась в конце 90-х годов, давало призрачную надежду на то, что все-таки что-то такое может быть построено в городе. И непригодный для строительства многоквартирного, многоэтажного жилого дома участок на улице Машкова, он подсказал, что, может быть, здесь и имеет смысл высадить то самое яйцо, которое не получилось в Вифлееме. Еще один фактор подсказывал то, что такой объект, вот это яйцо, может прижиться в исторических переулках Москвы. Незадолго до дома Яйца я занимался реставрацией дома архитектора Константина Мельникова на Арбате, в Арбатском переулке. Это очень известный частный особняк, право на строительство которого Мельников получил в конце 20-х годов. Это наш памятник конструктивизма. Поскольку это символ конструктивизма, символ архитектуры авангарда, мне хотелось сделать что-то такое же, но уже больше ориентировано на начало XX века, на архитектуру модерна. И век начинается с модерна и заканчивается модерном, то есть дом Яйцо должен был поставить точку в истории архитектуры XX века. Естественно, дом должен быть тоже небольшим особняком, как и дом Мельникова, для одной семьи. С самого начала мою идею поддержал главный архитектор Москвы Александр Ильич Кузьмин. Он сказал: «Строй свое яйцо, я тебе мешать не буду». И мы начали рисовать эскизы. Эскизы были абсолютно разные. От копий пасхальных яиц Фаберже до современнизированных форм, напоминавших Гравицапу из фильма «Кин-дза-дза». Все-таки я остановился на чем-то среднем. Это тоже вот такая форма, приближенная к формам модерна, на мощных и достаточно высоко поднимавших эту форму валютах.
для того, чтобы со всех точек переулка, из панорам переулка, оно было хорошо видно. Проектирование дома оказалось значительно легче и короче, чем его согласование. Меня обвиняли в том, что объектом игрушкой, объектом иронии я взрываю историческую среду. И только после того, как я выполнил схемы и построение, доказывающие, что дом-яйцо соотносится с окружающей застройкой по принципу золотого сечения, проект, хоть и неходя, был одобрен. Критика не прекращалась объекта и во время проектирования, и во время строительства, но, тем не менее, заказчик верил в меня, верил в проект, и дом-яйцо был построен. Дом-яйцо – типичный постмодернистский объект. Такой довольно интересный стиль, который основан на, может быть, театрализации городского пространства, на иронии, на использовании национальных, исторических мотивов в архитектуре. Он делал городскую среду интереснее, дружелюбнее, ну, если можно сказать, веселее. Архитектура постмодернизма характерна для переломных периодов смены эпох. И как раз вот в это время, как мне казалось, строительство символически последнего объекта XX века должно обозначить переход к новой, гуманной по отношению к людям архитектуре, гуманистической, которая придет на смену жестким экстремумам предыдущих периодов и обернется лицом к людям. Постепенно издевательства коллег-архитекторов и градозащитников стали утихать, и они же сами стали включать дом-яйцо в программы экскурсий по Москве.